Привет! В этом видео я буду кастомить одежду, а конкретнее вот эту шапку и розовый и точно такой же черный свитшот. И посмотрим, что получится. Я хочу начать кастом с шапки. Мне она вообще не нравится. Мне не нравится ее форма, как она на мне сидит, как вот эта рожица растягивается по голове. И не нравится форма вот этих вот ушек, как она сшита. Что я хочу с ней сделать? Я хочу убрать вот так длину, подрезать вот этот вот, не знаю, козырек и всякие приколдесы намутить на нее. Но не знаю, как это все объяснить, поэтому посмотрим по ходу кастома. Для начала убираем бирочку. Опа. Здравствуйте. Сейчас хочу понять, насколько сильно нужно отрезать этот козырек. Я себе шапку примерил. Теперь надо чем-то отчертить это. Удалось найти только вот такой малюсенький кусочек мыла. Сейчас я им начерчу на шапке. Вот у меня есть отметка на передней части шапки. И теперь нужно это как-то ровненько отрезать. Уже немного лучше, но меня все равно вот эти вот ушки смущают по бокам. И вот чтобы избавиться от этих ушек, я, наверное, их вручную прошью. Вот туда вот затолкаю их. Вот такая шапка получилась. Я не стал прошивать вот эти вот штуки. Я попробовал, у меня фигово получилось, и мне не понравился результат, поэтому пусть будет так. Чтобы продолжить как-то украшать ее, я купил кольца и булавки. Сейчас будем их куда-нибудь цеплять. Вот такие колечки получаются. На свое усмотрение я нацепил колечки и булавку зацепил. И теперь еще я хочу вот в это место пришить вот этот панч, типа, который был у меня на шапке до этого. И теперь лезвием проделываем всякие дырочки на шапке. Такая шапка получается с декоративными дырочками, закос под бомжа, потертости. Сейчас посмотрим, как на мне выглядит. В целом получилось неплохо, я доволен. Немножко смущают вот эти вот ушки, но они хотя бы сейчас меньше, чем были раньше. Я в ней ходил, и вроде бы всем нравится. Говорят, клевая шапка. Основная проблема этих свитшотов то, что один свитшот XL, а другой свитшот L. Возможно, один рукав будет длиннее другого, но не критично. Попробуем как-то это все подогнать. И сейчас будет самое страшное, это разрезать их. Ну, испорчу я свитшот, ну и что из этого, да? Начинаем резать. Два свитшота напополам. Ну и все, теперь соединяем скрепами и сшиваем. Размеры свитшотов изначально были разные, а черные придется подкоротить немножко. Я отпорол резинку от черного свитшота, осталось только отпороть от розового. И еще подумаю несколько раз, нужно ли будет пришивать вообще резинку эту. Мне не нравится, как свитшот стягивается в этом месте, где находится резинка. Я резинки отпорол и начну, пожалуй, соединять с верхнего края вниз. И вот здесь уже подрежу под конец. Ну, в принципе, вот так вот, если смотреть через камеру, выглядит уже прикольно. Я все вывернул на внутреннюю сторону и сейчас буду скреплять булавками. Одну сторону я скрепил, теперь попробуем это сшить между собой. Такой свитшот у меня получился. Снизу, короче, я не хочу пришивать резинки,
потому что они не очень прикольно стягиваются на талии, на бедрах. Надеваешь свитшот, вроде все нормально, но ты походил в свитшоте, подвигался так немножко, и у тебя уже свитшот вот таким становится. И его постоянно нужно вот так поправлять. То есть хоп, поправил рукава, и уже у тебя вот такой вот мешочек торчит. Мне это не прикольно, я хочу без него сделать. Поэтому я скрепил низ булавками и сейчас буду это все сшивать. Игла погнулась. Фак. Что мне не нравится в этом свитшоте сейчас, и что я буду сейчас исправлять, это рукава. Потому что вот этот шов будет стрёмно прилегать к руке. И воротник, вот этот шов тоже будет стрёмненьким, я думаю. Поэтому я сейчас буду отпарывать воротник и перешивать это все. Горловина отрезана, рукав тоже отрезан. Сейчас буду пришивать резиночки вот эти. Сейчас самое сложное будет состыковать розовый с черным, чтобы они на одной линии были. Вот здесь. Первый укольчик. Так, отлично. Теперь я натягиваю резинку и прошиваю. Я так и думал, что мне черной горловины не хватит, поэтому я дошил отсюда до сюда, до стыка с рукавом. И сейчас просто состыкую с этим обрывком. То есть будет вот здесь стык, будет вот здесь стык, и снова здесь стык будет. Розовый я так прошью спокойненько. Чтобы соединить их, я прошил их с внутренней стороны прямой строчкой. Оно вот так потом завернется и скроет шов. Горловина пришита, но, конечно, не совсем идеально. С этой стороны еще более-менее, здесь немножко накосячил. Но ничего страшного. В принципе, свитшот уже полностью готов. Теперь эти свитшоты выглядят немного интереснее. Конечно, много косяков получилось во время шитья, но блин, куда без них-то? И еще я попытался закрыть швы киперной лентой, купил белую и черную, и белая лента у меня расползлась вообще. Очень некачественная какая-то попалась. Но назад пути не было, все уже пришито, и если я это буду отдирать, то я поврежу внешний вид изделия. Никуда уже не деться от нее получается. Но в принципе это не так важно. Многое я делал впервые, так что это как баловство перед более серьезным кастомом. Спасибо, что посмотрели это видео. Пока.